Всем привет, меня зовут Яна, это мой муж Азиз. Мы находимся в Аргентине, а точнее в ее столице Буэнос-Айресе. Сегодня мы будем гулять по набережной реки Ла-Плата. И начинаем мы свою прогулку с памятника Христофору Колумбу. Христофор Колумб был великим мореплавателем. В некоторых странах Южной Америки стоят ему памятники, в том числе и в Аргентине. Различные страны Латинской Америки 12 октября отмечают высадку Колумба и его команды в Америке. Праздник называется Диа де ла Раса или День гонки. Но с начала 21 века начали ставить под сомнение празднование Дня Христофора Колумба. Правление Колумба на открытых им землях означали тиранию и репрессии для коренных жителей. Историк Варелла Буэна пишет: даже те, кто восхищался Колумбом, должны были признать произошедшие зверства. Колумб, несмотря на свое величие, неприятный персонаж. В Аргентине тоже отмечался этот праздник, но впоследствии действующая тогда президент Кристина Киршнер в 2010 году переименовала его и назвала его Днем исторических размышлений и межкультурного диалога. Это вызвало некоторые споры, но вот так. Тут обозначается север. И, соответственно, в других оконечностях звезды другие стороны света. Это набережная реки, и памятник Колумбу находится прямо возле выхода из международного аэропорта Хорхе Ньюбери. Там возле памятника очень много рыбаков, все рыбачат, что-то ловят. Я, кстати, не видела, чтобы они что-то поймали, в основном просто сидят там, маты пьют. Мы идем дальше здесь идет стройка, реконструкция, а мы идем в следующий парк. Прекрасный дом с видом. Кто-то здесь живет. Дальше на нашем пути парк Сан-Тропе. Здесь есть различные площадки, где можно на скейте покататься и на прочих разных колесиках. Здесь в этом парке дети занимаются с тренером скейтбордингом. Здесь уже те, кто постарше, занимаются скейтом. Такие в некоторых парках здесь стоят скамейки огромные. Парк небольшой, но здесь, мне кажется, понравится тем, кто любит кататься на роликах, на скейте. Дальше опять идет стройка после парка. Но здесь очень тоже все равно красиво сделано. И велодорожка есть, и такая пешеходная, благоустроенная дорожка тоже. С желтыми цветами, цветущими деревьями. Тем временем у нас подошло время обеда. Сейчас мы ищем место, где будем обедать. Вдоль набережной периодически здесь встречаются фудтраки. Но как-то они не внушают доверия. О, тут дедушка кормит птиц. И у него попугай здесь. Есть даже такие стулья, можно посидеть, полюбоваться, если есть желание. Какой-то голубь интересный, видимо, с голубятни откуда-то улетел, потерялся. Small King, коптильня ресторана. Сейчас в кафе, где мы обедали, встретили наших друзей. Ну вот, так стало уже в этом городе, в Буэнос-Айресе, много друзей. Так интересно.
Уже становится все роднее здесь. Тем временем мы добрались до парка памяти жертвам государственного терроризма, военной хунты, которая пришла к власти в 1976 году в Аргентине. Этот знак говорит о рейсах смерти, которые военные использовали как один из способов уничтожения людей, не согласных с правительством. Их скидывали в море. Точнее, вот сюда, в эту воду. Не принято было, конечно, говорить о количестве репрессированных, и от их тел избавлялись. В том числе и не установив личности, хоронили вот такими неопределенными символами, то есть с неустановленной личностью, как обычно хоронят бездомных или каких-то бродяг, у которых нет документов. Так и прятали количество реальных цифр, пострадавших от военной хунты. Вот этот знак меня больше всего трогает, потому что в те времена среди задержанных были и беременные женщины, которые также доставлялись в эти камеры, в места, где содержали под стражей. Также их там подвергали пыткам, несмотря на то, что они были беременные. И их детей отбирали. Роды проводились там же, в бесчеловечных условиях. А детей забирали у них, матерей убивали. Вот так здесь написано на этой табличке. Ужасное время. Прекрасное место, чтобы поразмышлять, подумать. Очень красиво здесь. Свежо. Погода еще сегодня замечательная, солнце не печет сильно. В этом парке есть еще аудиогид. Можно по QR-коду слушать о местных событиях. На английском есть тоже и на испанском. Чтобы поднять свой имидж за рубежом, что не все так плохо. В 1978 году проходил чемпионат мира по футболу в Аргентине, и тогда вкладывалось большое количество денег во все это, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей, что все здесь хорошо, все довольны и счастливы. Это очень интересная табличка. Здесь написано, что когда военная хунта начала терять расположение народа, они организовали вот эту войну фолклендскую. Здесь называют эти острова Мальвинские. Хотели отобрать их в свое владение у Британии. И вот на этой табличке написано, что они проиграли эту войну. Хотя здесь весь город, наверное, вся страна усыпана различными плакатами, стикерами, что Мальвинские острова – это Аргентина, это страна. А здесь даже без подписи 30 тысяч человек, которые пропали без вести, были убиты, расстреляны, казнены. Вот здесь. Интересно, что в этих табличках аргентинских также не отрицается вина общества. То есть это не только так, что там были какие-то злые диктаторы, военная хунта и так далее, что все общество в этом виновно. Потом также, когда восстановилось демократическое правительство, многие были оставлены без наказания, кого-то помиловали и так далее. И также во время этого другого конституционного правительства продолжались те же методы, те же пытки. Людей, конечно, погибло меньше. Тут написано было 1300 человек, по крайней мере, доказано, что погибли от рук полиции, без суда и следствия. Также продолжались запугивания и прочее. Это памятник стоит в воде в честь как раз тех погибших, пропавших без вести в водах этой реки.
Также здесь большая стена памятная. Здесь фамилии всех пропавших без вести людей. Здесь, получается, написаны фамилии этих людей и также возраст напротив. То есть вот кому-то 19 лет было, кому-то 26, кому-то 32. Очень символично здесь сделано. Вот эта стена памяти и то место, где они пропали без вести, там, где они встретили свою погибель. Вот там сейчас мероприятие проходит. Люди кидают цветы, живые цветы в воду. Последствия этого военного переворота ощущаются до сих пор. Сейчас в Аргентине зарплаты на 60% ниже, чем были до правления военной хунты. Также многие государственные компании были проданы за бесценок, приватизированы, поэтому вследствие этого оказалось очень большое неравенство. Один из самых больших показателей классового неравенства по Южной Америке, хотя это и так Южная Америка. Создатели этого парка говорят, что их цель не чтобы загладить вину или как-то ее смягчить и так далее, но цель в том, чтобы люди помнили, что произошло, поэтому здесь все так подробно расписано по годам, много памятников, чтобы люди знали то, что произошло, и чтобы такого больше никогда не повторилось. Также здесь на набережной находятся два кампуса государственного университета. Один из них кампус архитектуры, дизайна и урбанистики. И второй естественных наук. Не знаю, какой точно к чему относится, но они явно заждались ремонта. Где-то 2 недели назад мы здесь были возле этого университета, и здесь все было в граффити. Вот сейчас там студенты стоят, рисуют, закрашивают весь этот беспредел. Какая-то большая птица пытается съесть моллюсков, распевает. Сейчас мы подходим к экологическому резерву. Он находится здесь же, прямо за университетом. Такой шикарный у него вход, мост и болото по сторонам. Мы с вами находимся вновь на берегу реки Ла-Плата. На самом деле среди географов нет точного мнения, река это или устье реки, или даже говорят, что это окраинное море Атлантического океана. Но здесь, в Аргентине и в Уругвае, Ла-Плату называют рекой. Это получается слияние двух рек Парана и Уругвай. Парана является второй рекой после Амазонки в Южной Америке по протяженности. И вот так они находят свой выход к Атлантическому океану. И если все-таки говорить о Ла-Плате как о реке, то это самая широкая река в мире. В самом широком месте она достигает 221 километра. По Ла-Плате ходят корабли, это судоходная река. Но вы, наверное, заметили в предыдущих видео, какой цвет у нее такой глиняный. Это как раз вот реки, которые в нее впадают, приносят эти глиняные наносы. И поэтому здесь постоянно ведутся работы по углублению дна, чтобы сюда могли ходить спокойно, без проблем. Самое мелкое место Ла-Платы это 60 сантиметров и самое глубокое 25 метров.
Из обитателей реки Ла-Платы хочется выделить речного дельфина. Обычно они предпочитают солоноватые воды, поэтому живут ближе к океану, там, где вода более соленая. Но иногда они также поднимаются наверх по течению, по рекам Парана и Уругвай. Также здесь живут несколько видов морских черепах. И мы сейчас проходили мимо рыбаков сегодня и видели там в основном у них мелкая рыбешка, но есть и какие-то виды покрупнее, которые я, честно говоря, не знаю, как точно называются. Купаться в Ла-Плате не рекомендуется, потому что в нее впадает одна из самых грязных рек на планете, Риачуэла. Правда, происходит это ниже, чем я сейчас нахожусь. Это происходит в районе Лабоки, но все же в ту реку десятилетиями сливалась канализация, также промышленные отходы от разных предприятий, которые были на берегу этой реки. Проводились какие-то кампании по очистке реки, но все-таки это может быть опасно для здоровья. Однако здесь происходят какие-то соревнования различные, люди занимаются спортом, кайтсерфингом и также даже плаванием на открытой воде. Но все-таки купаться здесь опасно для здоровья. Экопарк уже закрывается в 6 часов вечера. Попросили всех выйти, посетителей. Мое видео на этом тоже заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем видео.